Всем привет, я Олечка, и сегодня я расскажу, как я монтировала теплый пол в будку своего любимого питомца. В прошлом видео я рассказала, как я собрала каркас будки, ссылочка вот тут. Теперь дело за теплым полом, а в следующем видео я покажу, как я сделала внешнюю отделку. Теплый пол не для постоянного использования, он для того, чтобы просушить будку, для суперсильных холодов, когда даже шуба Земса не спасает, и для промозглой погоды, когда как ни оденься, все равно будет холодно. Это, например, как сейчас. Сырость, холодно и сильный ветер. Именно в один из таких дней Земс первый раз сам перебрался в будку. А по поводу здоровья Земса я консультировалась с ветеринарами. Они сказали, что ничего страшного в теплом поле нет, если только не использовать его постоянно. Перейдем к монтажу теплого пола. Сначала мне нужно вырезать отверстие под подрозетник для монтажа терморегулятора. Для этого мне понадобится перо. Отверстие готово! Теперь мне надо сделать второй слой ЦСП, причем я сделаю его из двух плит. Почему, поймешь позже. А между плитами я оставлю расстояние для того, чтобы подвести датчик температуры в гофре между витков теплого пола. Далее грунтую. Использовать я буду, на мой взгляд, самые хорошие теплые полы от компании Термо. Ссылочка на них в описании. При покупке пола у них терморегулятор в подарок, а это экономия минимум в 1500 рублей. Сейчас нужен сам регулятор и датчик к нему. Еще нужен вот такой металлизированный скотч. Затягиваю датчик в гофру, извивается как змея. Далее кончик, где датчик, надо изолировать скотчем, чтобы туда не затек равнитель. И устанавливаю сам датчик. А теперь дело за термоматом. Сетку на мате можно аккуратно разрезать, чтобы можно было вложить пол в любом направлении. Главное, кабель не прорежь. Мат можно переворачивать, ничего страшного в этом нет. Вот так я сделала, чтобы мат равномерно занял свою площадь. Далее мне нужен плиточный клей, у меня был только белый. Перед заливкой проверяю сопротивление пола. Честно, не знаю, что оно означает, главное, чтобы до и после монтажа было одинаковое. Так написано в инструкции. Думаю, придется об этом спросить тебя. Расскажи мне, для чего это и правильно ли я сделала. Теперь примазываю теплый пол клеем, чтобы он не всплыл при заливке равнителем. Мне надо высверлить отверстие для терморегулятора, а также сделать так, чтобы кабели прошли внутри стен будки. Завожу концы в отверстие и креплю ОСБ обратно. А теперь дело за равнителем. Кстати, миксер гораздо удобнее дрели.
Прям кайфанула. Креплю демпферную ленту, чтобы не запачкать стены. Ведро слишком тяжелое и мало места, поэтому воспользуюсь ковшом. После высыхания равнителя снимаю ленту. Пол тоже проверила, все работает. И опять грунтую. Далее клею ПВХ-плитку из Леруа. Готовый клей для ПВХ-плитки я взяла для внешних и внутренних работ. После нанесения его прохожу гребенкой. Главное правильно определить, какой стороной. Угол наклона должен быть максимальный. По инструкции надо подождать от 20 до 40 минут перед тем, как класть плитку. Подождала и кладу одну плитку и простукиваю киянкой. Да, места мало. Работать непросто, но интересно. Также я сделала и со стенами из остатков плитки. Земс утомился ждать, кушая морковку. Вот так теперь выглядит его спальное место. Не боится воды и грязи. Приемка работ была быстрой. Питающий провод я провела в трубе, чтобы Земс его не сгрыз. А терморегулятор подключать по схеме несложно, но позже я все равно сделаю об этом отдельное видео. Итак, теплый пол в будку – это мой эксперимент. Расскажи, как ты относишься к таким вещам или, может быть, посоветовала какой-то другой вариант.